Привет! Поднимите руку, если у вас была такая ситуация. Вы сидите, смотрите какой-то сериал или шоу, и какой-то потусторонний шум начинается, и вам неудобно. Вы хотите, чтобы все заткнулись, вы хотите потянуться к пульту, чтобы сделать аудио погромче. Или, например, по телефону. О боже, поднимите руку, кто просто падает в обморок и отказывается говорить по телефону по-английски. Задавались ли вы вопросом, почему такое происходит, и почему, когда очень шумно, мы очень плохо понимаем на слух. Особенно, когда это язык иностранный. На родном языке нам очень трудно понимать. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как работает мозг, а также расскажу о упражнениях, которые вы можете делать для того, чтобы добиться автоматизации навыка, чтобы научиться понимать речь на слух. Также вы поймете после просмотра этого видео, почему все слова и фразы, большинство, вернее, фраз, которые на вас сыплются от чудо-гуру английского языка из соцсетей, просто трата вашего драгоценного времени, и ничего, кроме как вот этой траты времени впустую, они вам не принесут. Вопреки распространенному мнению, ваше понимание на речи иностранной на слух – это не качество того, как слышат ваши уши. Понимание иностранной речи на слух складывается из гораздо большего ряда факторов. Каким образом ваш мозг понимает то, что сказано? Во-первых, любая речь – это набор звуков. То есть представьте себе такую схему. Слева мы кладем набор звуков, справа мы кладем ваши знания и навыки, которые у вас уже имеются. То есть, когда вы слышите с экрана телевизора или непосредственно от человека, на вас обрушивается какой-то речитатив. Это набор звуков. Ваш мозг это все перерабатывает, это буквально в доли секунды, зависит от того, какой у вас навык, хороший или еще вы начинающий пользователь ПК. И через мгновение секунды вы понимаете смысл сказанного и пытаетесь отреагировать. Это в лучшем случае. В худшем случае, когда навык не сформирован, у вас не хватает словарного запаса, а у вас не хватает знаний грамматики, б, и у вас не хватает вообще прагматических знаний. Может быть, вы даже не совсем запомнили, что было в середине. То есть какая-то пауза, какой-то гэп у вас образовался. То есть вы слышите начальные звуки фразы, потом что-то бла-бла-бла-бла и конец. Особенно если вы преподаете английский язык, вы, наверное, заметили, как ваши студенты прекрасно понимают то, что было в конце сказано, или даже если вы просите их повторить просто за диктором, они не помнят вообще, что было в начале, подавно не помнят, что было в середине, но только могут запомнить то, что было в конце. Так наша память устроена, кстати. Мы запоминаем начало, конец, а вот середина — это что-то расплывчатое. Но самое главное, почему вы не понимаете, это потому, что у вас нет лекала или трафарета для того, что вам говорят. То есть вам дали какое-то предложение или фраза. Это все звукодорожка. Это звуковая дорожка, это аудио. Но в вашем мозгу вы с таким звукоизвлечением не сталкивались ни разу. Вы для себя открыли какой-нибудь учебник, что-то там почитали, чего-то там про себя проговорили, написали, скорее всего, либо сделали какие-то упражнения, закрыли. Допустим, это было сказано через should have done. Вы для себя это отметили как should have. На вас обрушивается речитатив, где кто-то говорит should have done this. Should have done this. Ваша should have, которая у вас в мозге есть, и should, которое вам сказали, не соответствуют друг другу. Соответственно, то, что ваш мозг пытается сличить как ключ, когда вы в замок втыкаете, он не узнает should have с should. Совершенно нет. То есть вот это незнание редукции и несоответствие того, что вы думали, как оно будет звучать, с тем, как оно звучит на самом деле, это самая большая проблема. Поэтому, когда вы пытаетесь научиться понимать речь на слух, вам прежде всего нужно изучать разговорный жанр. Это spoken grammar, это слова и выражения, которые являются, правильно, вы от меня это слово миллион раз слышали, high frequency vocabulary, или высокочастотные распространенные фразы, которые вы услышите постоянно в речи. Почему вам это нужно делать? Потому что люди, которые с вами будут говорить, у них этот навык имеется. Они будут использовать слова, которые постоянно везде. Теперь представьте, вы учите английский язык самостоятельно, вы учите его по какому-то учебнику старенькому, либо смотрите какого-нибудь человечка. И этот человечек вам вещает, что вам нужно говорить элегантно, красиво
как говорили в 18-19 веке, потому что в русском языке вот эти все вензеля и высокопарная речь, она приветствуется в большинстве случаев. И никто вам не говорит, что с прагматической точки зрения в английском языке на это все смотрит как высокомерие и мувитон, и, как говорится, вообще не впопад. И вы изучаете это, изучаете все эти длинные слова прошлого века, как, например, мне в комментариях пишут на слово наглый, типа insolent и еще какие-нибудь слова, которые в жизни никто уже не использует. И тут вы слышите какой-то паттерн, который везде, всегда, все в речи используют. Но вы этот паттерн в жизни не слышали, вам его никто не объяснял, потому что вы же высокопарные слова учили. Ну и как вы это услышите? Поэтому автоматизация навыка, она происходит только тогда, когда вы целенаправленно этим навыком занимаетесь. То есть вы никогда не научитесь ездить на автомобиле, если будете практиковаться играть в теннис. Что происходит? Мы 10 лет с вами ходили все в школу, в общеобразовательную. В лучшем случае у нас английский был 2 раза в неделю. В худшем случае его не было вообще. По истечению 10 лет мы там что? Мы что-то читали, пересказывали, информация была у нас в книжках, никакой прагматики, ничего у нас другого не было. Потом вы приезжаете в какую-то иностранную страну, вам там что-то говорят, вообще понять ничего не можете. Но простите, как же вы поймете? Вы же изучали совершенно не то. Если вам бы сказали про то, рассказали, что вы изучали, читали, что у Бориса была ферма, он выращивал там кукурузу и так далее, что на столе лежит ручка, а рядом с ней лежит ластик, вы бы, конечно, это поняли. Но мы 10 лет совершенно не тем занимались. И ожидать, что мы чего-то там сможем, это нереально. Это false expectations, потому что мы этого не делали. Что делать? Для того, чтобы ваш мозг научился распознавать вот эту информацию, вам нужно изучать высокочастотную, распространенную spoken language, лексику и грамматику. То есть вам нужно изучать по реалити-ТВ-шоу, либо фильмы, либо сериалы, какие-то интересующие ваши темы, ситуации, в которых вам язык понадобится, в которых вы будете применять, или язык телефонный, как appointment себе сделать к врачу, записаться на прием и так далее. То есть вам нужно автоматизировать вашу частотную лексику, но не просто ее изучать. Вам надо слушать и слышать, как эти все слова из графического своего выражения с бумаги переходят в устный язык, как это все произносится. Если живете в Америке, American English. Если живете в Австралии, как они говорят. Если живете в Ирландии и так далее, как это произносится местными, для того, чтобы вы поняли. Знание устойчивых словосочетаний. То есть, когда вам говорят what are you up to? What have you been up to? Или how you doing? How's it going? Какие слова пропадают? Какие происходят слияния звуков? Какие звуки вообще практически вы не услышите? Вам не обязательно самому это все произносить, но знать, как это работает и редуцируется в речи, очень важно, чтобы понимать на слух беглую речь. И чтобы ваш мозг вот так вот мог эту информацию раскодировать, и вы прекрасно понимали в режиме live. Помочь вам в этом поможет плейлист здесь у меня на моем канале про, если вас интересует, американское произношение. Там все соединения, connected speech, linking, все, что вам необходимо знать, там есть. Собственно, знакомство с редукциями туда же. Это получается интонация. То есть вам не только нужно знать слово графическое или фразу, но его фонетическую форму. Если у вас написано how are you doing, и вы слышите, кто-то говорит how you doing, и вы не узнаете эту фразу, над этим нужно работать, заполнять пробел. Но, собственно, без грамматики никуда. Грамматическая автоматизация у вас должна быть. Вы должны знать в разговорной речи, какая грамматика используется чаще всего. То есть грамматические конструкции, которые актуальны в академическом языке или, например, в книгах, они совершенно по-другому работают в речи. То есть если вы изучаете стандартный тип условных предложений, где в первой части past perfect, во второй части shoulda, woulda, coulda и past participle, в речи в первой части у вас будет обычный simple past, а уже во второй части будет shoulda, coulda, woulda. Это тоже нужно знать. Об этом вы можете узнать на моем, собственно, канале, просмотрев разные плейлисты, разговорная грамматика и так далее. А когда вы услышите прошедшее время в первой части, вы можете подумать, что это вообще какой-то другой тип. Если вы изучаете типы по номеру 1, 2, 3, что я не рекомендую вообще делать никому, это только путает, вы никогда не научитесь слышать, потому что это не будет соответствовать тому, как это делают
местные, англофоны. Ну и самое главное, у вас должно быть большое количество контакта с естественной, разговорной речью. Вы должны слышать, как люди говорят, что они говорят, запоминать и подмечать паттерны. Я в своих видео очень часто говорю notice. Кто берет у меня частные уроки, знает, что я говорю notice this, notice that. Только когда это вкупе у вас все будет, вы можете приступать работать над повышением качества вашего восприятия речи на слух. То есть дело-то не в ушах. Смотрите, если вы своим студентам проиграете звуковую дорожку один раз, второй раз, третий, на третий раз, даже если вы ничего не объясняли, многие слышат лучше. Это получается что у вас? Между первой и второй попыткой как-то слух улучшился? No. Просто ваш мозг раскодировал то, что вы до этого не раскодировали. То есть у вас какой-то лаг есть. С опозданием мозг, ему нужно больше времени подумать. Чтобы это время сократить, мы увеличиваем количество часов контакта с реальной речью. То есть у вас должно быть накоплено огромное количество этих паттернов, которые вы просто узнаете. Я уж там не говорю про использование их в своей речи, это совершенно другой навык. Понятное дело, что это все должно тренироваться в купе. Какое упражнение вы можете делать? Вы можете себе выбрать небольшой кусок из какого-нибудь интервью на YouTube, например. Желательно, чтобы это была неподготовленная речь, спонтанная, без какого-либо сценария. То есть телесериалы, фильмы мы сразу отсекаем. Реалити-ТВ-шоу, либо просто интервью на YouTube. Выбираете себе, может быть, минуту, либо максимум 2. Потому что если это будет длиннее, ваш мозг просто закипит. Вы включаете, пытаетесь понять вообще, о чем речь. Ну, заголовок вам поможет контекст обрисовать. После этого вы пытаетесь понять, так, у меня пробел вот здесь и здесь и здесь. Вы сразу субтитры не включаете или скрипт не смотрите, вы пытаетесь как бы достроить, а что бы мог бы сказать человек, так как контекст, вот есть грамматика, есть начало вот этой фразы, что там может быть, потому что у носителя языка набор вот этих вот паттернов, он настолько сильно развит, что они даже когда очень громко, даже когда что-то обрывается, их мозг автоматически достраивает всю эту грамматику, все эти слова. Никогда мы не слышим, даже на родном своем русском языке, вы не слышите четко всех слов. Мозг автоматически достраивает, потому что он уже знает, что паттерн есть такой, что после слова «ять» используется как, что если вас послали на, скорее всего, следующее слово будет начинаться на букву «х». Хутор, я имею в виду. Так вот, чтобы научиться слушать речь качественно, нужно проделать такое упражнение. Подумайте, что там могло бы быть. Пускай это будет ваша гипотеза. Напишите ее на бумаге. Потом откройте субтитры и посмотрите, правильно вы догадались или нет. Вот эта языковая догадка, она очень сильно вам поможет и также поможет, если вы сдаете аудирование на каких-то экзаменах типа IELTS или TOEFL и так далее. После того, как вы субтитры прочитали, поняли, говорите, ага, вот оно что, вы слушаете еще раз, смотрите в субтитры, слушаете, потом субтитры вы отключаете, прослушиваете еще раз до тех пор, пока вы не будете слышать более или менее все звуки. Теперь понимаете, почему сказал минуту или 2 минуты? Потому что если это будет 5 минут, все, вы взорвете к чертовой матери все, разобьете этот компьютер. После этого вы включаете интервью и смотрите вы до конца for pleasure, уже с субтитрами, просто чтобы насладиться. Но вот упражнения, именно вот такие вот очень сконцентрированные, проделываются с коротким куском чего-либо, и вы вырабатываете привычку. Параллельно вы изучаете грамматические структуры, вы изучаете лексические структуры, те, которые являются high frequency, а не вот это вот все непонятно из какого века. Надеюсь, сегодняшняя мини-лекция была вам понятна и полезна. Также хочу напомнить, что у меня есть Telegram и Instagram Kirils_English. Кому интересны индивидуальные онлайн-уроки со мной? Хотите подтянуть произношение? Пожалуйста. Хотите подтянуть все? Подтянем, как говорится, что не узнает родная мама. Вся информация находится в описании под этим видео. Также я провожу прямые эфиры в Instagram. Следите за информацией, когда будет следующий. Возможно, уже в это воскресенье. Там вы можете задать мне вопросы. Если вопрос будет нормальный, а вот не вот это все, я на него, может быть, даже отвечу. Может быть, даже и что-то путное отвечу. Я желаю всем отличных выходных. Пока.